Нейросеть научилась говорить по-русски, снимать кино в 4К и кормить Уилла Смита спагетти. Это не сон, это Veo 3. Ролики, которые можно сгенерировать с помощью этой платформы, тяжело отличить от реальной съемки. Находчивые россияне обнаружили, что хоть Veo 3 доступна не во всех странах, но нейросеть можно заставить говорить по-русски. А пока Google обучает нейросеть говорить по-русски, Валентина Ивановна обучает бегемота Бульку команде сидеть. Как мне сообщается, наш корреспондент в Саратове уже на месте событий. Передаю ему слово. А это ваш? Мой. А как зовут? Это моя Булька. Моя Булька-барабулька. Классная, да? И он у вас здесь в доме прям живет? Да, ну а что такого? Не, ничего. А что он ест? Сейчас покажу. Он у меня питается трендами. Угу. Сейчас он покушает, и мы пойдем на улицу, в магазин. Пойдете с нами? Ну да. Вот так я добираюсь до своего магазина. Это лучше, чем ваши самокаты. Ну да, я с вами согласен. Veo 3 отлично работает с диалектами и акцентами, а русский язык как будто является родным для этой нейросети. Настолько аутентично звучат эти диалоги. Veo 3 это шаг за пределы привычного. Не просто видео, а настоящие сцены с голосами, эмоциями, 4К и движение губ, как в кино. Пока технология ограничена, но ясно одно, будущее контента уже началось. Йоу, салют, мы с тобой забыли поздороваться. Меня зовут Ник Тумбаев, и это новый формат на канале. Новости всего самого интересного, что произошло в мире брендов, фото, видео, контента за последний месяц. Уилл Смит наконец научился есть спагетти. Легендарный тест спагетти, ставший мемом в мире AI-видео. Ранее генерации нейросетей с трудом справлялись с этой задачей. Вместо еды какая-то мясная каша, вместо лица ночной кошмар. Но теперь Google Veo 3 показал, что все стало иначе. Новая модель справилась с задачей, где Уилл Смит наконец-то аккуратно ест пасту. Почти без сюрпризов, если не считать того, что звуки жевания больше напоминали поедание моркови. Но кто мы такие, чтобы мешать искусственному интеллекту наслаждаться ужином? А теперь к новостям из мира. Компактно не значит скучно. Sony решила порадовать начинающих видеомейкеров и выпустила FX2. Это почти как FX3, но без навороченных ценников и с потенциалом на тех, кто еще только мечтает о съемке в Netflix. Sony предусмотрела даже самый страшный кошмар видеографа, когда внезапно просят сделать нормальное фото. Теперь не отвертишься. Камера гибрид и минус одна святая отговорка. Полный кадр 33 мегапикселя, 4К, 60 кадров, S-Log, все, что нужно, чтобы почувствовать себя оператором Дюны. Ну, даже если ты снимаешь бабушку по голове. Парам-пам-пам. Не смешная шутка, согласен. Еще у камеры появился наклонный электронный видеоискатель, чтобы ты не щурился, как ниндзя в отпуске, когда солнце лупит прямо в экран. А пока Sony делает ставку на кино, Fuji запускает флешбэк на полвека назад, камеру X-Half. Она как будто вылезла из комода, с пленочными снимками. Полукадровый сенсор, ретро-дизайн, фикс-объектив 32 мм и диафрагма 2.8. Минимализм, стиль, все как мы любим. Об этом мало говорят, но есть один единственный момент, то что камера не снимает в RAW режиме. Это не про технику, это про настроение. Камеру, которую хочется носить не в рюкзаке, а в руках. Никонисты, держитесь. Тема косвенная, но скорее всего с вероятностью 99% это нас тоже коснется. Ну, точнее не нас, а вас. Sony топ. С июня Nikon поднимает цены на камеры и объективы из-за новых пошлин в США. И если раньше переплатить за став в тушке было философским выбором, то теперь это почти роскошь. Пока фанаты Canon и Sony обсуждают динамические диапазоны, никонисты готовятся к вторичной продаже почки. Впрочем, все это ради любимого бренда. Кто сказал, что страдания не часть художественного процесса? DJI Mavic 4 Pro это не просто дрон, а настоящий летающий Hasselblad. Главная камера оснащена 100 мегапиксельным сенсором, способным снимать видео в 6К при 60 кадрах в секунду и делает фотографии с невероятной детализацией. Моя камера Sony курит в нервной сторонке с такими характеристиками. Новая система стабилизации Infinity Gimbal позволяет камере вращаться на 360 градусов по горизонтали и подниматься на 70 градусов вверх, открывая новые возможности для креативной съемки. Время полета увеличено до 51 минуты, благодаря аккумулятору на 6500 мАh, а максимальная скорость достигает 90 км в час. Однако, несмотря на все впечатляющие характеристики, Mavic 4 не будет доступен в США из-за торговых ограничений и пошлин. Да, у нас
похожая ситуация. И пока DJI запускает дрон с 100-мегапиксельной камерой, Марк Роберт запускает селфи в космос. Бывший инженер НАСА и популярный YouTube-блогер вложил $5 миллионов в проект F-Selfie, настоящий спутник, который уже вращается вокруг нашей орбиты. И любой может получить бесплатное космическое селфи. Ты загружаешь свое фото, оно появляется на небольшом экране, прикрепленном к спутнику, а встроенная камера делает кадр на фоне Земли. Уровень понтов и бренд вселенного масштаба. Проект будет работать около 5 месяцев, но желающих уже столько, что очередь расписана на несколько месяцев вперед. Запуск поддержали SpaceX и T-Mobile. И да, Марк сам признал, это возможно самое глупое, дорогое и при этом самое крутое селфи в истории. Селфи из космоса это, конечно, круто, но одни фоткаются, а другие тренируются. В Германии, рядом с Кёльном, Европейское космическое агентство и немецкий центр авиации и космонавтики построили фальшивую Луну. Не потому что не верят в настоящую, а чтобы готовиться к будущим миссиям. Проект называется Луна. Это не просто песочница для взрослых. Астронавты учатся ходить по лунному грунту, работать с оборудованием и главное снимать фото и видео в условиях максимально приближенных к реальным. Так что, если ты думаешь, что освоение Луны это прыг-прыг и ты в ТикТок, то нет. Сначала репетиция на учебной луне. Как бы, конечно, это ни звучало. Если ты досмотрел до этого момента, ты точно в теме. Поддержи канал лайком, комментарием и подпиской, пока VO3 не сделал это за тебя. К новостям моды. Темчики, готовьте кошельки. У нас новый объект хайпа. Игрок Хьюстона Дилан Брукс вышел на матч NBA с плюшевым монстром Лабубу, связающим с пояса. И пока аналитики обсуждали его защиту, соцсети обсуждали, что это за ушастая игрушка у него на бедре. А это, между прочим, не просто игрушка, а культовый герой поп-март. В Азии за ними настоящая охота, особенно у фанатов кей-поп. Коллекционеры начали скупать фигурки, а темщики искать, как побыстрее бы закупить ящик и перепродать его с наценкой. В общем, если вы думали, что стиль это кроссовки и цепи, подумайте еще раз. Теперь игрушка на поясе это как Rolex, только веселее. Лабуба уже на поясе, осталось только сесть за руль. Причем желательно в чем-то в таком от Balenciaga. Бренд представил новую коллаборацию с Lamborghini в рамках осенней коллекции 2025 года. Получилось громко и очень по-бальсиажному. Оверсайз бомберы, футболки с изображением Lamborghini, сумки, все с логотипами суперкара мечты. Но и это еще не все. В флагманских бутиках Balenciaga в Париже, Лондоне и Шанхае установили настоящие гоночные симуляторы на базе комплектующих от Lamborghini, чтобы вы не просто выглядели быстро, но и могли себя почувствовать за рулем. И это все новости на сегодня. До новых встреч.